Мираба, друзья мои! В этом выпуске мы посетим музей Айя София в Стамбуле. Я расскажу про историю происхождения собора Святой Софии, стоимость билетов, полезные советы, как не стоять в очереди. Покажу нашу экскурсию в Айю Софию и расскажу много интересных фактов. А также почему все туристы путают ее название. Собор Святой Софии, мечеть Святой Софии, музей Святой Софии или же просто Айя София. Этот ролик является третьим из серии видео про наше путешествие в Стамбул. При достижении 300 лайков выходит следующее видео о Стамбуле. Самой лучшей благодарностью от вас будет лайк, подписка, комментарий и поделиться данным роликом со своими друзьями. Не забывайте про ролики из других стран и городов на моем канале Travel for Ella. Собор Святой Софии или Айя София – это одна из самых посещаемых достопримечательностей Стамбула. Она притягивает туристов своей уникальной архитектурой, великолепными мозаиками и особенной энергетикой, настолько сильной, что кажется погружаешься в иную реальность, где одновременно существуют разные исторические эпохи. В Айя Софии мусульманские знаки соседствуют с символами христианства, и они никоим образом не смешиваются, а лишь взаимно дополняют друг друга. На утро третьего дня мы проснулись еще раньше, позавтракали в отеле и пришли к 9 утра к музею Айя София. Но и сегодня нас ждал сюрприз. Мы уже пытались посетить собор Святой Софии вчера, но стоять в длинной очереди мы были не готовы. Поэтому мы приобрели вот такую карту Museum Pass, которая позволяет проходить по достопримечательностям Стамбула бесплатно и без очереди. Подробно об этом я рассказал во втором видео про Стамбул. Называется оно «Археологический музей Стамбула». Ссылка есть в подсказке, а также в описании к ролику. Мы без труда прошли всю очередь и были готовы окунуться в историю Айя Софии. Стоимость входного билета в Софию в 2020 году составляет 100 турецких лир, или чуть больше 1000 рублей. Год назад стоимость была всего 50 турецких лир. Что за хрень? Просто, наверное, пускай себе нельзя. Они, наверное, только очнулись или что? Пошли походим. Ну, вроде вот так вот можно пройти за сколько? За минуту? Вот, поэтому, ребят, покупайте карты. Покажу свою тоже. Вот. Вы будете приходить без очереди. История возникновения собора Святой Софии. Собор Святой Софии был построен в 537 году по указанию византийского императора Юстиана на месте церквей более раннего периода. Первые две церкви, возведенные на месте современной святыни, простояли всего несколько десятков лет, и оба строения были уничтожены крупными пожарами. В строительстве главного православного храма Византийской империи участвовало около 10 тысяч рабочих. Говорят, что императорские ворота Айя София включают фрагмент Нового ковчега, а дворец правителя и церковь соединяли подземные ходы. До появления собора Святого Петра в Риме храм в Стамбуле считался величайшим из христианских святилищ в мире. В 557 году купол, поврежденный во время землетрясения, был установлен, а в 843 году в оформлении интерьера появились мозаики. В 1453 году, после завоевания Константинополя турками по приказу султана Мехмеда II, собор Святой Софии преобразовали в мечеть Айя София. Колокола, алтарь, иконостас и остальные священные реликвии были вывезены за пределы храма, а мозаика и фрески, изображающие лики святых, тщательно замазаны. Вместо этого Софийский собор обрел михраб, минбар и 4 минарета и стал мусульманской мечетью. В 1847-49 годах в ходе реставрации мечети появились огромные османские медальоны. В виде мечети храм просуществовал до 1931 года, а в 1935 году был преобразован в музей по приказу Мустафы Кемаля Ататюрка. Потом смотрим долго. Что это в пневмонии, я не представляю.
Блин, вообще, да, прикольно? А прикинь, это все обрушится, если... Это же хана туристам всем. Как называется еще раз? Айя София, София, блин, это мечеть? Мне кажется, собор, это же тем более русская. Подожди, это мечеть, там же есть антисклад. А здесь, наверное, только просто внутри можно походить, подниматься на стену? Может, возможно, куда-то можно. На что стоит обратить внимание внутри? Напротив входа в арке расположен михраб, то есть ниша в стене, обращенная в сторону Мекки. Михраб был предназначен для того, чтобы в нем молился имам, то есть руководитель намаза, впереди всех остальных молящихся. Мекка – это центр исламского мира и священный город всех мусульман. Расположен в Саудовской Аравии. Именно поэтому все мусульмане должны молиться именно в том направлении. Неф в Айя София – это основное продолговатое помещение, ограниченное с двух сторон колоннами, поражает своими размерами и эффектом прозрачности. Такой эффект достигнут благодаря многочисленным окнам и ряду арок с двух сторон. Низко висящие люстры сохранились с османских времен. Некоторые советуют посещать данное место исключительно в светлое время суток, чтобы можно было все разглядеть, но мне кажется, вечернее время будет более атмосферно. Смотрите, ребят, сколько внимания привлекают эти коты. Вроде ты слышишь? Отвлекается, нет? У них не кис-кис. А как у них? Не знаю, кус-кус-кус. Вот смотрите, сколько людей их фоткают. А, он сломан у него, смотри. Это нормально. Это может быть семья инвалидов. Он, смотри, отвлекается. В общем, не знаю, сюда приходят фоткать как котов, а не саму Айю Софию. По центру под куполом можно увидеть мозаику XI века с изображением Богоматери и Иисуса Христа. Довольно необычно рядом с православной мозаикой смотрятся огромные щиты, круглые медальоны с арабской золотой вязью, с именами Аллаха, Мухаммеда и его внуков и первых халифов. Они датируются XIX веком нашей эры. Огромный купол высотой 56 метров символизирует небесный вход, а многочисленные арочные окна обеспечивают хорошее освещение. Диаметр купола составляет 31 метр, и это не самый крупный купол в мире. В 2019 году мы были в Риме и посетили Пантеон, так называемый храм всех богов, или памятник периода расцвета архитектуры Древнего Рима, построенный между 117 и 126 годами нашей эры. Кирпично-бетонная ротонда Пантеона перекрыта полусферическим куполом диаметром 43 метра, и это почти на 10 метров больше купола в соборе Святой Софии. Почти 2000 лет после его постройки купол Пантеона по-прежнему является крупнейшим в мире неармированным бетонным куполом. Если интересно, выпуск про Рим есть на моем канале. На первом этаже сохранилась часть мозаик Де Иисус. Она относилась к 13 веку и изображает Иисуса, Деву Марию и Иоанна Крестителя. Если подняться на верхней галерее по пологому пандусу, то можно посмотреть древнюю мозаику, украшающую стены. Во времена Юстиана эта часть была исключительно женской, но, к сожалению, мы ее не засняли, поэтому покажу другие кадры. На территории музея Айя София в Стамбуле неизменным вниманием туристов пользуется плачущая колонна. В одной из колонн, где по преданию скрылся священник от турков в 1453 году, есть обрамленное углубление в меди. Считается, что колонна была благословенна Георгием Чудотворцем и исцеляет от всех болезней. Эта колонна действительно выделяет влагу, поверхность мрамора обычно влажная. По легенде, нужно поместить туда палец и попросить об избавлении от хвори. Если палец после излечения будет намокшим, болезнь отступит. По другой легенде, если вставить туда большой палец руки и суметь провернуть его на 360 градусов, исполнится загаданное желание.
Так получилось, что через 5 дней мы уже были в столице Арабских Эмиратов, Эмирате и городе Абу-Даби. Именно там расположена одна из 6 самых больших мечетей в мире. Названа она в честь основателя и первого президента Объединенных Арабских Эмиратов – Большая мечеть шейха Зайда. Если вы хотите сравнить исторические мечети в Стамбуле и современные роскошные в ОАЭ, то смотрите соответствующее видео на моем канале. Ссылку я оставлю в подсказке и в описании к ролику. Помимо самого музея присутствуют и наружные экспонаты. В 18 веке султан Махмуд I добавил к мечети библиотеку. Затем, согласно исламской традиции, перед входом в храм построили особое место для омовений. В мечети появилась своя начальная школа и служебное помещение для священнослужителей. Во времена Османской империи в Айя-Софии создали усыпальницу. Здесь похоронены султаны и другие представители царствующих династий, такие как Мехмед II, Мустафа I, Селим II и другие. Справа от выхода находится фонтан для омовений, датируемый 1740 годом. Кроме того, мечеть интересна 107 колоннами из цветного мрамора, собранных со всей Византийской империи, и холодным окном, где даже в самую жаркую погоду дует прохладный ветерок. На территории музея есть кафе и сувенирный магазин. Музей Айя-Софии находится в исторической части города, на площади Султан Ахмед, напротив голубой мечети и недалеко от дворца Топкапы. Про историю этого места, а также ипподром, на месте которого все это расположено, я рассказал в прошлом видео. Оттуда вы также можете узнать про археологический музей и раскопки Стамбула. Ссылка есть в описании, а также в подсказке вверху ролика. Поскольку Айя-София сейчас считается музеем, особых требований к одежде и внешнему виду нет. За дополнительную плату можно взять аудиогид на русском языке и карту музея. В залог берут деньги или паспорт. На осмотр собора хватает 1-2 часов. Музей Айя-София нам очень понравился. За входные билеты мы не платили, так как за день до этого мы приобрели музейную карту Museum Pass в археологическом музее. После музея Святой Софии мы отправились в Голубую мечеть, цистерну базилика и музей турецкого исламского искусства, а также в шикарнейшую мечеть Сулеймание. Смотрите об этом в отдельных видео на моем канале. Спасибо за полный просмотр, буду очень рад вашему лайку, подписке и мнению о ролике в комментариях. Не забываем делиться роликом со своими друзьями. При достижении 300 лайков выходит следующее видео о Стамбуле.